Окопы заполнены были трупами по колено. 90% не понимало, куда идут. А я знал, что практически билет в один конец. Конечности оторваны. До 200-го не могут долго забрать, потому что осталось от него одни кости. Такого в фильме ужасов не увидишь. Обезумевшие собаки, одичавшие бродят. Обезумевшие, одичавшие друзья человека на вот этих всех нолях, на самой линии соприкосновения, на серой зоне. Они бродят и грызут тела, которые там находятся. Я шел на людей, смотрел, у них лица были такие, как будто они шли умирать. Они не шли победить, они не шли воевать, они шли умирать, вот и все. Убивают всех. То есть те, кто люди туда идут, они так же, как и я, не понимают вообще, что происходит. К этому нужно быть готовым. А так, что типа сейчас пойду там деньжат подзаработаю, ну там как бы нет. Реально там жесть. Там жесть. Знаете, что такое самовар? Это остается голова и все. И туловище. Больше ничего. Не, ну еще пиписька остается, это как кранчик. Устали все, и они, и мы, и мирные, все устали. Все хотят мира. Я служил на срочной службе. Подписал контракт в 19 лет. У меня друг погиб, я считаю, обязан туда был пойти. Поехал добровольцем, попал на Донбасс. Работал по мелочи всякой. Добровольцем пошел помочь пацанам. В один момент оказался на дне, увидел выход это в том, что отправиться на специальную военную операцию. Хелпер, помощник художника-постановщика. Я пошел медиком служить. Личный ассистент руководителя. Нервный срыв. Что я хотел доказать сам себе, не могу ответить на этот вопрос. Мы поехали на учение. Просто объявили об этом, и все, и ты уже в потоке в этом. Узнал я, что мы пересекаем границу только когда на мобильный телефон пришло СМС, что добро пожаловать на территорию Украины. Желаю был и в ладах. Мама умерла, и я пошел здесь. По-другому я себе представлял это войну. Серая жизнь. Как работа, дом, работа, дом. Мы защитники, мы мужчины, мы защитники. Северо-Кавказский конфликт, Сирия, Ливия, Центральная Африка, Мали, Республика Африканская, Луганская, Донецкая. Просто друзья позвали, у нас так все работает. Ты идешь просто к своим людям, и все. Мотивация такая. Работал обычным слесарем по ремонту оборудования в больнице. Позвонил в церковь, чтобы они молились за то, чтобы я попал в группу эвакуации. А попал я что в штурмовики. Ну, я вообще со штамм Z, то есть из колонии пошел. Статья 228. Оставался сидеть долго, решил попытать удачу. Основная профессия слесарь. Я увидел репортаж о погибших детях Донбасса. Что-то надломилось во мне, и я понял, что да, мне туда дорога. Хотел проверить себя, способен ли воевать. Отсидел я к этому времени 4 года и ушел на войну. Я давал в свое время присягу, что я военно обязан, что рано или поздно мне придет повестка. На СВО в первый раз пошел я добровольцем уже через армейское подразделение. Позывной мой Драгон. Позывной Видант. Позывной пастырь. Позывной код. Позывной Липа. Позывной Космос. Позывной ЯГ. Позывной Рязань. Фамилия Черный и позывной Черный. Офицер-артиллерист. Ну я ж штурмовик. Штурмовик, Штурмовик, оператор, ПТУР. Мы саперы. сапер и гранатометчик. Я вот служил в Вагнере.
Прилетел и сразу пошел в церковь. На следующий день поставил 78 свечей. За каждого пацана по свечечке. У меня есть фотографии, я могу каждого сказать позывной. Я, конечно, помню всех. Я просто понял, что если Бог и есть, то это не добрый Бог. При мне пацаны молились, тут же их разрывало, блядь, тут же. Все, кто шел с этими там ленточками, этими молитвами, крестиками. Там, да Бог мне поможет, Бог со мной, все. Никого нету. Либо он их забирает, либо его просто нету. И я, короче, сказал эту войну, если я пройду, то без единого вообще кругометания этого слова. Самое тяжелое на войне — это потерять своего близкого товарища, когда это происходит именно при тебе. Страшно, и больно, и страшно. Кого-то знаешь, кого-то вот кусок с тебя оторвали, вот часть. У меня просто товарищ погиб, вот такой вот парень был. Конечно, помоложе его, там 90, по-моему, 5-го, наверное, 6-го года, могу ошибаться. Но парень такой боевой. С опытом он много чего меня научил. Он вернулся домой, как и многие другие, как и Енот, как и Алекс, как и Малой, Еврей, Ульян, Ленинградец. У нас из 22 осталось 9 человек. А я видел, как он при мне погибал, умирал. Сколько бы ты там ни орал, как бы ни пытался, то есть сломя голову туда бежать, 99,9% было вероятность того, чтобы я бы задухсотил. Но он не сразу погиб, был еще живой, он пытался этого выбраться. А вот когда минометный обстрел, это в жопу полную. Просто я вот был на такой грани, знаете, чуть себя не потерял там. Я просто вот хотел сорваться, такое ощущение было, вот просто бежать, кричать, стрелять, подойти именно помочь. По таким жестким обстрелам, ну, минометным, там еще что-то работало. Просто такая каша там происходила, вот эта вот мясорубка, да, я так называю. Я поначалу винил себя. Ну, терзания были. Но я переборол это. У каждого своя судьба. Снились они мне часто, и там, и здесь. Все такие, знаешь, в экипировке нашей, черной. За столом где-то сидим, общаемся, веселые, довольные такие все. Но был такой один сон. Там не все ребята, я видел, не всех, но было очень много ребят. И я понимал, что я остаюсь среди погибших. И помню, что кто-то из ребят сказал: мы очень злые. И я задал вопрос, почему? Получив на это ответ, они говорят, что нас оставили там. Я сейчас долгое время не понимал, почему это. Потом начал понимать, что именно в плане того, оставили их тела там. В этом плане, скорее всего, могу ошибаться, но я так думаю. Поэтому я... Вот цель у меня стоит, одна из целей — достать своих ребят. Я очень хочу их достать. И пока я это не сделаю, я, наверное, не успокоюсь. Я-то здесь живу, а их тела там. Знаешь, тело вернулось мое, а душа там, на войне. Раз распределили на группы по двойкам, должны были штурмануть окоп. Вот. Так как шли, наверное, многие все в первый раз, все такие на смелых,
Типа, как в компьютерной игре, наверное. Не знаю, у меня голова думала, что типа забежим, возьмем, побежим следующий, а даже этот не взяли. И вдруг, ну, я, может быть, не слышал ничего, потому что, по сути, тишина, и ты вроде в тепловизор смотришь, чтобы не было каких-то движений. Еще плюс гарнитура. Может быть, щелчок вот этот не услышал. Наступил на противопехотку, меня подорвало, и секунд 30 повалялся такой, покричал от боли. Своему подполз, он меня зажгутовал. Начали нас поливать, не знаю с чего. То ли с дрона, то ли еще. По рации все кричали, типа, код 300, нужна ему помощь. Я полз на четвереньках и слышу, типа, по рации, что за мной двое выбежали, должны подбежать. Ну, уже вот-вот. И слышу просто прилет. Пуф, между ними двумя. И слышу такой, Я такой, черт. Енот, царство ему небесное. Мы с ним переговаривались, он говорит, ко мне не подбегай, короче, ну, не подползай, типа, мне уже не поможешь. Я просто со слезами на глазах, короче, ползу до второго, до немца, тоже царство ему небесное. Он говорит, у меня 2 ноги, короче. Ну, он лежит, вроде ноги целые, ну, там кровь, наверное. Я вот на вот этом уровне, наверное, бедра, максимально ближе вот к паховой области, жгуту ему одну из 2 ног смог только, потому что 2 жгута порвались. Не знаю, из-за нервика, ну, может, эмоционально растянул его, порвал там. Короче, 2 из 3 порвались. Сам пополз на выход. У меня правая была, наверное, вдребезги еще. Ну, целая, ну, там, с мясом большим. А левая, ну, болталась. Если бы меня не подорвало, они бы не побежали. Вот, меня спасать. Они, как братья, просто побежали, и их уже никто не вытащил. Несправедливо. Первые дни в госпитале я дико плакал, страдал из-за того, что я на себе ощущал, что из-за меня пацаны погибли. Было тяжко, морально. Потом уже через несколько там недель мы по дрону смотрим, ну, камеры, и 2 трупа наших, вот, немцы и еноты уже лежат по-другому. Ну, значит, они, может, еще пытались как-то себя вытащить, боролись за жизнь, как я, но что-то не получилось. Выпал снег до этого, и он начал таять. К нам в блиндаж текла вода. Нас вообще было 6 человек. То есть один на улице был, на глазах как-то, а 3 в блиндаже, и вот один в коридоре, и я вышел к нему. То есть нас 2 в коридоре. Я взял каску, взял лопатку, хотел выкопать и воду выносить. Он говорит, черный, давай чай попьем. Давай. Я чай согрел, дал ему кружку, себе кружку, на часы посмотрел, глоток сделал, и случился взрыв. Сознание я не терял, то есть все помню, как бы. Вот это вот тогда меня ранило. Дальше рассказывать, да, как оно было. Дальше я стою на этой луже, ну вот, в коридоре на 4 костях. Глаз, думал, что глина залепила. И часы хотел посмотреть, они тоже были в глине. А глаз был не в грязи, а там тоже были осколки. И вот челюсть, она была на 2 части, и висели вот эти зубы. 2 половинки висели как раз в луже. И свет падал с улицы. Как бы я себя видел в этой луже в отражении. Ну, в общем, товарищ, который чай просил, над ним тут такая дыра в потолке, и, соответственно, с одной стороны у него туловище, с другой стороны ноги, кишки наружу, и они отдельно от ног. А ребята из блиндажа,
Говорит, черный, ты как? Я говорю, да нормально. То есть я сознание не терял. Говорит, ну, можешь сам прийти? Я говорю, не могу развернуться. То есть, не, ну, вот боль была какая-то в ногах. Ноги-то они целые были, их ампутировали в госпитале. А эти зубы я свои поднял, в рот положил, вот, ну, как в рот, вот, сюда. Если бы эвакуировали, как он, доктор сказал, сразу, то эти там вены, капилляры можно было собрать, подшить, и на месте, ну, ноги бы были на месте свои. Ну, слова доктора. Жалко, конечно, было. Я потом спросил, а где вы, а это самое, ноги, он говорит, да там, стабилизируем, так ради интереса уже. Привезли 2 раненых министерских пацанов. Вот. Одного, как бы мы подхватили помощь, чтобы вынести их. Вынести и сразу в операционную занести. Вот. И выгружая одного, у него был отрыв ноги, нога на сухожилиях рядом лежала, прямо на носилках. Вот. Положили, вот, его положили, и когда спустились обратно, это буквально, наверное, заняло 3 минуты, может быть, 4. Вот. За вторым мы его поднимали, когда мы уже поднимали его, он еще, ну, хрипел, хотя там рана была, то есть глазное отверстие, не знаю, что, либо пуля, либо осколок вместе с виском. Просто вот, ну, вынесено. Ну, еще подавал признаки жизни. Вот. Мы его подняли, и когда мы уже положили на операционный стол, и мы отвернулись выходить, подошел врач, я говорю, зачем вы, говорит, мертвеца принесли, положили на стол. Я говорю, как мертвеца? Он еще хрюкал, ну, хрипел, когда мы его еще подносили. То есть, ну, звуки были из горла, из гортани. Тут не, говорит, все. Вот, и я вот думаю, что, ну, конечно, это зря я такие мысли вокруг себя в голове держу, но если бы мы его первого занесли, то, может быть, вот эти 3 минуты, они сыграли свою роль. А может, и не сыграли, потому что там действительно, ну, может, это последние вот были его, ну, вот эти вот хрипы гортанные. Хотя, ну, на нашей вины в этом нет. Нам кого подали, мы того и взяли, принесли. То есть они вот как лежали в машине, первый вот этот с отрывом конечности парнишка, мы его подняли, вынесли, а второй вот этот. Вот эти моменты были. Хорошие, смешные парни. Они молодые. У одного из них 4 дочки было. Мы все вместе с Обскова уезжали. Да. Мы попали, так сказать, заблудились. И нас обстреливала, так сказать, любимая всеми Баба Яга. Она прилетала и бомбила. На ней стоит тепловизор. То есть в темноте мы практически слепые, она нас видит. И очень много ребят погибло именно тогда. Самое такое сложное смотреть, когда наш раненый ползет, а группа эвакуации идет мимо. Мы старались забирать всех. У меня знакомый, я сам не видел, конечно. Саня, он 2 недели раненый лежал.
где-то там в землянке, он себе пальцы отрезал, что пальцы гнить начали. Это война. Конечно, когда человек 10 лежит, как ты их всех унесешь? Всех ты их не унесешь, приходится брать, ребята просят тебе помочь, ну, забрать, просят вернуться. Ты, конечно, головой киваешь, говоришь, что вернешься, а сам-то ты не знаешь, вернешься ты или нет. Но стараешься вернуться. Чаще всего, конечно, представляешь себя на их месте. И я понял, что там нельзя заводить дрон. Это очень такое. То есть ты можешь общаться. Почему, в принципе, и делают, знаете, вот это, ну, я потом уже думал, почему делают позывные, почему нет имен. Там же это все для того, чтобы не сдруживаться, чтобы люди не было вот этих, чтобы у тебя эмоциональное состояние потом не падало от того, что ты потерял там близкого себя человека. Поэтому всегда у всех позывные. Ты теряешь, по сути, у тебя стирается вся история твоя, ты уже другой человек. Вы знаете, вот тоже, что ужасает, то, что если здесь тебя кто-то там помирает, тебя шокирует это, то там к этому ты относишься как к обыденности. Ну, того убили, этого убили. Там. Для тебя смерть становится обыденной. Вот это, да, это ужасно. Раз кто-нибудь погибнет, возьмешь, заваришь этих майского чая, вот 5 пакетиков кинешь, как говорится. Там же на передке нет, негде там не взять, там не выпить. Раз возьмешь, чайком помянешься, посидишь, помолчишь, вспоминаешь что-нибудь хорошее. И все как бы. Чувство притупляется, и ты смотришь на это, ну, без всяких эмоций. Да, убила и убила. Ну да, жалко. Ну а что поделаешь? Ничего. Ну, как зомби ты становишься там со временем. Страшно. Хотел дважды дезертировать, но как-то вот остановился от этого. Может, не хватило мужества, может, еще что-то. Когда заезжаешь в зону боевых действий, в какой-то, где там активно, там ближе к передовой, когда ты видишь, там навстречу едут тебе какие-нибудь подразделения там на транспорте или сверху на броне, там побитые какие-нибудь там с ранеными, убитыми, бесконечности, и ты потом смотришь такой, у них глаза безумные у этих ребят, но они сидят, улыбаются. И ты в себе пытаешься, ты в себе фиксируешь вот эту секунду такого малодушия, что ты смотришь на него и завидуешь. Смотришь на него и завидуешь. К 5-му месяцу вот уже хотелось, чтобы все закончилось. Не в плане, чтобы, типа, ты уехал, типа, там объявили там, мирное соглашение, там еще что-то, да. Не просто, чтобы все закончилось. Чтобы прилетел снаряд, и ты закрыл глаза свои. Или, не знаю, там ранен тебя или увезли. Вот, то есть до такого ты состояния доходишь там. Ну вот у меня так это было.
Почему там проще на войне людям, чем здесь? Здесь, ну, много всяких там обязанностей, забот. Там все, есть задача. Ты пришел, тебе надо там построить себе, там, вырыть окоп, закрепиться, там, выстоять и покушать, отдохнуть, пойти на пост. То есть там в основном ты живешь такими чувствами. Ну и когда у тебя есть время, ты вспоминаешь о своей семье. По сути, там чувства, ну, я думаю, отключены. Да это просто, ну, работа моя. Я не думаю, там есть люди с погонами, с большими звездами, которые думают. Я просто выполняю задачи и все. Как бы я стараюсь не думать, там, что делать. Я просто, ну, мне ставят задачу, единственное, я думаю, как ее сделать, и все. Ну и там какие-то, может быть, нотки победы там в голове, что мы победим, там все это закончится, перестанут люди страдать там и так далее. Сначала мне хотелось думать, что это правильно. Ну, как у нас тоже говорили там замполиты и командиры, что мы освобождаем людей. Они просили нас самих прийти. Мы миротворцы. Ну, все вот в таком духе. В момент авианалета, когда увидел самолеты непосредственно, уже была неразбериха, там взрывы. Ну, после этого как-то уже, вот как раз, наверное, вот после этого момента начал задумываться. Тем более без всяких команд, никаких разговоров, зачем мы здесь, насколько мы здесь. Ну, задавал себе эти вопросы и не мог найти ответа просто. Там тоже были жители. Мы стояли прям, ну, в окрестностях города. Жители тоже говорили, что уезжайте отсюда, вы здесь не нужны, все испортили. В таком ключе. Я принял решение, что если получится выбраться в Россию, то я уже не вернусь обратно. Говорили, что ты бросил там свой личный состав, они там, командир здесь, ну я как командир взвода, мой личный состав там, предатель, там, мышь, ну, как только не называли. Приговор 2 года 6 месяцев в колонии поселения. В ближайшие дни оно как-то дойдет, вступит в силу и отправлюсь. Там я должен был умереть, потому что боеприпас закончился, радиостанции сели, и надежды на то, что мы спасемся, уже никакой не было. В этот момент, вы знаете, пропала паника. Пропала паника, и стало, что ли, весело. Как бы, либо это была какая-то защитная реакция на это безумие, которое происходит, да, либо мы просто все уже смирились с тем, что мы умрем, и ну куда уж тут, да, огорчаться. Вроде как что-то было в этом забавное даже. Вот. И, как я говорил, да, попали в окружение, к нам зашел противник. Но не убил. Не убил нас. Нас взяли в плен. Нас взяли в плен всех. Я попал в Киев. Да, под Киевом это был подвал, насколько мне потом стало известно, это школа разведки СБУ была. А вот внизу был подвал, и там содержалось где-то примерно человек 120. Ну, там плюс-минус, там люди менялись, новые прибывали. Вот, условия были прям антисанитария. Этот подвал темный, мрачный, и то есть там канистры стояли для справления нужды, ведра. Мы там же жили.
Вот, и спали, и жили вот как бы в этих условиях. И я понял, что такое голодовка, что такое голод вообще. Вот, это очень страшно, на самом деле. Это очень страшно. Это пропадает сон. Потому что когда ты ложишься, закрываешь глаза, тебе еда мерещится. А, и все мысли только о еде. Между собой у нас была запретная тема про еду говорить. Ну вот, потому что это прям задевало всех, и это было очень сложно. И пока мы там находились, в этом подвале, знаете, его бомбили. Прям вот это было прям страшно. Вот, и самое удивительное было вот это интервью, на котором тебя обсирали, а ты говорил: "Да, да, у меня такое, я ничего не знаю, ничего не умею, берега попутал. Я вот, блядь, всего лишь тут, не знаю, дали оружие, взял". Вот. Поэтому обстановка еще сама, вот эта накаленная обстановка, вот этот общий страх, когда ты не понимаешь, что может произойти, куда тебя могут увезти. А бывало такое, что взяли какого-то человека, уводили и никому не говорили, куда. Просто куда-то увели его. Вот пришли, вытащили. Вот ты как бы, ну, да, непередаваемое вообще ощущение вот этой паники, которое там было. И это еще плюс это интервью, и это все накатило, и я даже вспоминать об этом не хочу. Ну вот. Всё. Троих раненых вытаскивали. Ну, мы в разведчики ходили без опознавательных всяких. Одного вытащили, второго вытащили, штурмовика. За третьим пошли, а второй застрелился. Потом выяснилось, что он подумал, что его вытащили, ну, укры, хохлы. Вот так вот. Того человека, кто застрелился, я знал этого парня. Вполне адекватный, нормальный парень был. Просто он раненый был, видно, не сообразил, что случилось. Атрибутика для меня вот с этой ССО, это, наверное, это вот повсеместное королевство мышей. Это королевство мышей, когда эти живое море этих мышей по подвалам, по блиндажам, по всем этим развалинам, они уже являются полноценными королями вот на этой всей территории. И ты понимаешь, что мыши — это ты. Это не они мыши. Они хозяева всего этого. Они жрут твою еду, они спят, на тебе, в твоей одежде, в карманах. Этот специфический запах, который ты начинаешь ненавидеть. Вот это живое море ночью, которое шевелится. Вот этих мышей. И ты понимаешь, говорю же, что они-то хозяева положения, они короли, и ты себя вот в этом ощущении. Вот и задумаешься в этот момент. А кто здесь на самом-то деле мыши? Ну, был у нас такой маленький котеночек, такой маленький, такой рыженький, такой хорошенький. Я даже не знаю, самочка или самец. Ну, вот был такой момент, что там убило у нас одного товарища. И у него кровь вытекла. Он выбежал из блиндажа и попил этой тепленькой крови. Дело даже не в том, что его там не кормили. Не, он всегда кушал отменно. Может, что-нибудь, какой-нибудь инстинкт сработал. Может, что захотелось попробовать новенького что-то. Он когда начал лакать, его отогнали. Он все равно успел там несколько этих раз пивнуть. А потом товарища тут в мешок убрали, все. Кровь засыпали землей и все. Не так, наверное, ужасен вид смерти, как ее запах.
к обеззараженному, как бы, как это правильно сказать, к разорванным телам, там, изувеченным, когда вот все вот это мясо, все вот это вот некрасиво, все это вот как бы еще не так относишься. Потому что, ну, наверное, вот по телевизору показывают все вот это вот боевики, там, где там, и на это смотришь, и как-то легко все это. А вот к запаху смерти никто не может привыкнуть, потому что это запах, он, ну, он очень специфический. Мерзко сладкий, до такого, что сразу блевать хочется. Сразу вот наизнанку выворачиваются. Я не знаю, как это работает. Но рефлекс моментальный. Ну, потом, конечно, люди привыкают. Я очень сильно удивлялся, когда мы заезжали туда на морг в Донецке. Да, там вот прям ребята, они прям, ну, которые работают там, они прям там спят. Просто прям там спят. А там дышать невозможно. Вот они по своей специфике вот деградировали до такой степени, что они не чувствуют этот запах. Привыкли. Я думал, никогда не привыкну. Несколько дней все, я этого запаха больше не чувствовал. Как бы. Знаете, вот, есть у кого-то работа там, кто-то швея, там, кто-то там, водитель, кто-то еще. А есть работа военная. Понимаете, вот лежит тело, да, это нормально. Ты находишься на работе, да, это неприятно, да, это печально, но это работа. Ты уже не обращаешь на это внимания, тем более на запах на это. У нас были ребята, которые спали на трупах. Потому что, ну а куда деваться? Выживали как могли. Там, как сказать, блиндаж. Его надо занять. Ну вот обстрел, завязали туда, довязали, запрыгнули. А там после взрыва вот, трупы этих противника. И земля была, то есть присыпана. Туда запрыгнули, когда, ну, туда пришли под обстрелом. Соответственно, ну, голову не поднять, не высунуться. А пришли, и это, ну, так это, никак больше. С ним, или улезай, или лягишь рядом с ним. То есть, получается, вот, хочешь жить, вот, ну, сиди пока. Или лежи, пригни голову. Ну и спишь на нем, там лежишь. Ты не на голой земле лежишь, а вот, ну, вот он под тобой. Вот их там лежит 4, и нас 4 лежит. То есть, ну, это уже он там немножко разлагается, начинает. Бурлит, кричит, надувается. Как бы и мягче, и теплее. Вот, наверное, так. Это не голая земля, а все-таки труп. А сверху бронежилет, как одеяло. Ночью теплее с ними. Я так понял, за территорию больше за что еще воевать? И за независимость. Нам вот люди же захотели, я лично их видел, которые хотят, чтобы они к России относились, чтобы Донецк и Луганск наш был. Мы воюем за суверенитет, чтобы они не влезли. Понимаете? Вы слышали, что они говорят, что такому государству, как Россия, озера Байкал много, надо поделиться. Это что за бред? Мы же не говорим, давайте ваше озеро Онтарио тоже поделим. Мы-то к ним не лезем, а они-то зачем к нам лезут? Не знаю, как объяснить, да вообще то, что творится на Украине, вот Зеленский со своим народом, но некрасиво поступает. И все равно, как-никак именно нормальные, они как братья считаются, и мы им хотим помочь. А он как пропагандирует фашизм или я не знаю. Он не из наших, как будто.
Он там плодит нечисть, так сказать. Не знаю, как еще назвать. Так-то они же, по сути, братья, ну, потому что все же славяне мы. Древняя Русь. Украинцы нам не враги. Но они тоже должны осознавать, это один народ. Они должны это осознавать. Это один славянский народ. Вам промыли мозги. Запад вам такие мозги промыл. Так, столько поколений у вас испорчено просто. Вы даже сами не знаете, когда появилась вообще, Русь, где она появилась. И что такое Украина вообще? Это искусственное государство. Это часть территории Советского Союза, часть территории Российской империи. Как вы не осознаете, что Запад и Европа вашей же кровью просто обмывает это все. Вами пользуются, вас просто уничтожают. Цель была ограбить нашу страну. Вот. Да кем? Штаты, как обычно, Штаты, Запад. А все остальное, вот это, все эти громогласные возгласы, что вот, Россия агрессор, Россия напала. Спровоцировал собаку, допустим, чтобы она вас покусала. Виновата ли в этом собака? Нет, если бы вы к ней не полезли, то бы она и не покусала. Это не мы выбрали эту войну. И они воюют с искренним убеждением того, что мы оккупанты, а они когда-то ложками выкопали Черное море. Казаки. Да, я считаю, люди больны психически, так думают, что мы там напали, не мы. Если бы не мы их не опередили, они бы к нам бы зашли, они бы нас вырезали, они даже патроны на нас не тратили. Им 20 лет прививали ненависть к России. Они просто порезали бы нас. А кто сказал, что мы на чужой территории воюем? Там нет чужой территории. Это вся территория российского государства. Это наша родина. Я вот, например, родился в Курганской области, жил в Ростовской области, жил в Туркмении. Я везде считал, что это наша родина. В Абхазии воевал. То есть здесь вопрос же стоит. Чужой территории нет. Это наша территория. Наш народ там. Я не за войну, я за мир. Но родину надо защитить. Я очень критически отношусь и к режиму, и к власти, которые в нашей стране и в республике относятся. Мы должны все это закончить победно, а потом здесь уже разбираться и смотреть, кто виноват, в чем, кого надо наказывать, кого надо поднимать, а кого надо выгонять. Вот я так к этому всему отношусь. Я надеюсь, что там ни нефть, ни газ, ничего такого. А вот просто пришли на помощь, потому что это наши мужики. А кто за что пошел, это уже каждый перед Богом ответит. Кто-то за деньги пошел. Мысли же о деньгах, они все равно проскакивают. Вот как ни крути, я бы соврал, чтобы если мысли о деньгах не проскакивали, правильно? Я бы ни разу тогда не задал вопрос командиру о зарплате. Ну и когда подписывал только. Видел там 204 тысячи, все, и я пошел. Больше, о деньгах речи не было. Смотрел только, сколько приходит, и все. Потому что батя-то все равно, надо как-то деньги отправлять, домик есть, там хозяйство есть, а как-то его поддерживать тоже надо. Я со многими, кто туда приходил, со многими общался по этому поводу. Я у многих спрашивал, в основном финансово. Были ребята, просто очень много ребят были из глубинки, из Сибири, там откуда-нибудь, с таких моментов, дальних, где у них зарплата там 15-20 тысяч в месяц. Вот. Как на заработки, грубо говоря, ездили. Ребята даже уже там в уме их тратили, эти деньги, там куда что. Кто жилье покупал, кто там кто свадьбу. Разные моменты. Жилье, свадьба в основном. Машины. Были и патриоты. Прям вот они готовы, они прямо говорили. Причем это мужчины, там под 40 лет. Там, с ними общаешься. Он говорит, мне не надо ничего. Ни деньги, ничего. Вот мне надо там награда. Вот они прям за наградами, чтобы там показать потом там внукам. Вот,
Я очень удивлен был. Ради денег. Я считаю, что из-за денег воевал. Я только ради ощущений не пошел бы вообще. Я не из таких людей. Да и таких людей очень мало в действительности. Большинство все-таки денежный стимул мотивирует. Понятное дело, какая-то там на них влияет телевизор, это тоже влияние оказывает, но подавляю, но они бы туда не пошли, если бы там денег не было. Когда пошли большие потери, они поняли, что надо людей как-то мотивировать, и прислали нам прайс-листы. Прайс-листы, где 2 столбика. Там уничтожишь танк, получишь 150 тысяч. Уничтожишь взвод, там получишь 100 тысяч. Уничтожишь отделение, получишь 50 тысяч. И вот в эти моменты я также на это смотрел, и я вот внутри сам себе вопросы такие задавал, типа, ну, так получается, что я наемник, то есть мне платят, вот, чтобы я уничтожал просто, то есть уничтожьте, заплатили. Но я шел по этому пути не с такими чувствами, не с такими намерениями, что меня будут просто использовать за деньги, покупать меня. Мои подчиненные это как, ну, какие-то мои близкие, да, люди, родные, за которых я несу ответственность. Ну, так как я командир, да, это мои люди. И я понимал, что ну, я не могу просто так взять оттуда уйти, как бы бросить все вот так, всех, да, и даже как бы в той ситуации, когда ты осознаешь, что ты не прав, и тебя внутри разрывает на куски, именно вот от этого чувства, что ты поступаешь несправедливо, и с другой стороны тебя держит вот эта привязанность к своим людям, к личному составу, и ты остаешься. Я понимал, что внутренне я перегораю, да, какой-то внутренний мир мой сгорает, но все равно я как-то не находил в себе силы именно взять, просто бросить всех и уйти оттуда. Было чувство такое, ну, опять же, мои размышления внутренние, что те люди, которые находятся дома в России, они выйдут, да, и ну, выступят с каким-то протестом, как бы выйдут люди на улицы и поднимут туда вот этот вопрос, типа, а зачем это все, для чего, с какой целью, и что это надо прекратить и вывести войска. Ну, говорю, что вот нас просто забыли. Вот, как будто все мосты сожжены за спиной. И ты сам вот со своими бойцами там. И ну, разбирайся как хочешь. Когда там твой близкий друг погибает у тебя на глазах, и у тебя уже мотивация другая появляется. Оставаться там. То есть вот это отомстить, да, за близкого человека. Уже вот эмоции, да, чувства, они уже начинают над тобой преобладать. Включается система там, когда ты находишься, либо ты, либо тебя. То есть там ты уже привязываешься к вот этим оттенкам злости, да, ненависти, страха за людей. То есть оно вот тебя уже засасывает. Ты уже не можешь там просто вот так со стороны как-то вот объективно так посмотреть на это все и сказать, что мы не правы, надо уходить. То есть там были такие офицеры, которые в какой-то момент просто брали людей, вот кого они вокруг себя видели, забирали их и увозили оттуда. То есть были такие офицеры. И мне вот в тот момент
Я думаю, что если бы были такие офицеры в моем окружении, который бы вот так вышел и сказал: парни, ну, типа, это неправильно. Ну, то есть не надо этого делать. Мне кажется, если бы в тот момент бы появился такой человек, то я думаю, что я бы не пересек бы ленточку. Я думаю, если бы был бы такой человек. Но каким-то чудом у меня получилось оттуда уехать. То есть я понимал, что 100% я сяду. Произошло то, что произошло, и я рад, что так произошло. Я не скажу, что мне было легко, даже в колонии. Я понимал, что рано или поздно это закончится, и я выйду оттуда. Когда первый раз ликвидировал, я прекрасно помню, и это ни одного получилось. Вроде сначала ничего было, ну, радость сначала, а потом все равно, я вот как бы заметил, руки затрусились. Ну, не то, что там сильно затрусились, но какое-то переживание внутри было, я такое, ну, никогда не этот. А потом, как это, вот как за радость было. То есть, чем больше их ликвидировал, тем меньше наших пацанов умрет и 300-х будет. То есть, там ситуации разные были, там, кому плохо становилось, кто рвался, кто еще что. У меня, да, затрусились руки, там внутри что-то такое, ну, там, если честно, некогда переживать по этому поводу, там, в себя мысли приводить, к этому готовым надо быть, и все. Это ж не на улицу выйти кого-то убить, это ж совсем другое, это как вот ты будешь сидеть, настроиться, взять нож или автомат, пойти застрелить. А если он, на нем желтое намотанное скотч, и он враг твой, то считаю, ты обязан его убить. Наверное, большинство считает. То есть, не знаю, до меня это как, может, это, ну, не большинство, я считал, из моих, ну, считали. Ну, я цифру не буду называть. 4. Один раз из автомата застрелил в Каменке, и один раз 3 подстрелил из Птура в Богородичном. Может, там еще один из них погиб, я не знаю, вроде он раненый был, отбегал. Чувство, конечно, неприятное. Но это первый раз. А потом это нормально, это работа. Выстрелил, он упал, все. Не успеешь выстрелить, ты упадешь. Как-то так. То есть то, что ты пошел, то, что взял с собой в руки оружие, это, знаете, как я вышел на работу. То есть при любых других условиях я не причинил бы человеку вред, да, там, здоровью, еще что-то. А здесь я просто вышел на работу, потому что я знал, куда иду. Если ты не будешь убивать, тебя убьют. Я знал об этом, и при этом, может, там, как говорится, многие думали, что по рассказам Пригожина это очень приятное занятие. Да нет, приятного здесь мало. Это необходимость военная. В свое время я первого своего, когда духа застрелил, я в него полрожка выпустил с перепугу. Хотя подготовленный спецназовец уже был. В 15-й бригаде спецназа. У каждого по-разному, видно, происходит. То есть я испугался, застрелил его. Не за то, что я его хотел убить, я просто напугался и застрелил его. А как у кого происходило, я не расспрашивал. Да и никто не будет делиться в тот момент своими впечатлениями от того, что убил человека. Это же не пьяная поножовщина, это война. Ну и вот как-то мы прикрывали фланг соседнего штурмового отряда. Смотрим, у них какой-то переполох. Он по оврагу наверх побежал, какой-то обстреливаясь. Одного подстрелил, второго ранил. Ну, я вижу, сейчас уходить будет. А у меня рядом пулеметчик. Я ему говорю, полосни-ка ему по ногам. Ну, пулеметчик еще ни разу в жизни не стрелял в людей. Ну, и он шарахнул, и, в общем-то, не по ногам, а по спине прошелся. Пулемет – это серьезная вещь. Все. Потом вечером
под вечер пришли ребята, ну, спасибо, вот расклад 500, побежал противнику сдаваться там, это все. Пострелил командира группы и еще одного ранил. Я говорю, ребята, говорю, ну, это ваши дела, вы сами разбирайтесь, нас не впутывайте в эти дела. А парень мой ни есть, ни пить не мог сутки. Я ему говорю, он не наш, он убил наших, ты успокойся. Если что, ну, если тебя совесть мучает, переведи на меня, мой приказ был стрелять. Ну, так было, случаи тоже такие были. То есть сам человек себя обнулил, побежал к противнику. Может, с мозгами что-то не в порядке было. Кто-то вешался, кто-то стрелялся. Психика не выдерживала, да, было. Выстроена в голове какая-то такая, говорю же, позиция и самозащита психики, что я не убивал людей, я уничтожал противника. Вот и все. А если ты к этому не готов, то ну, тебе и делать там нечего. Если бы у них были повязки другого цвета, они бы ничем от нас уже не отличались. Там те же люди также разговаривают, также упертые, такие же одновременно смелые, такие же одновременно тупые. Родственники у нас тут общие, друзья, знакомые. Просто как так все это получилось, непонятно. Среднестатистического украинца или среднестатистического солдата ВСУ меня ненавидит. Лично как-то слишком глубоко нет. Другое дело, что работу работать надо делать, это другой момент. Тут с психологической точки зрения, может быть, хорошо, что я никого не успел завалить, а с другой то, что вот они меня ранили, товарищи моих унесли. Хотелось бы даже, не знаю, как-то расправой. Хочется их как-то наказать за это. Тут, знаете, так двояко. Непонятно, вроде бы ты ничего там как бы нет, но плохого ничего не сделал, да, никого не убил, ничего. Но вполне возможно еще больше, чем любой штурмовик. Мы саперы. То есть мы минировали, разминировали. Когда ты думаешь, что 100% это сработало, но ты потом доходят мысли такие, что интересно, в какую сторону это сработало. И ты же этого никогда не узнаешь уже. Ты же не знаешь, кто пойдет, кто займет потом наши позиции. Как же за нами шло всегда Министерство обороны, которое также занимало эти позиции. Также все было заминировано. Они вообще понятия не имеют, где что заминировано. То есть, наверное, знаете, чувство вины тоже было, но оно есть. Не в плане того, что я кого-то там противника убил, а в плане того, что как, ну, неизвестно, кто на этом и кто может еще когда-то это будет. Когда-то все равно же это закончится, и все же будет это все сниматься. А как говорят, не сам ставил, не тебе снимать. Я честно могу даже каждому, кто сражался со мной и убитым, я честно после смерти посмотрю, смогу посмотреть в глаза. Потому что, ну, и он солдат, и я солдат. Все, мы для того туда и пошли воевать. Знаете, вот самый страшный грех, кроме того, когда человек от Христа отказывается, считается самоубийством. Не сражение за свою жизнь, это отчаяние, это тоже грех. Так что я всего лишь сражался за жизнь, выполнял какие-то задачи. И все. Когда лежал в госпитале, вот, там была верующая медсестра интересная. И вот она тоже вот говорит, надо родину защищать, надо защищать. Они же вот враги, они вот так поступают с нами. А я вот на нее смотрю и понимаю о том, что с той стороны, да, вот с той стороны точно так же говорят. Точно так же батюшки какие-то, да, тоже благословляют их и точно так же говорят, что, блин, вот они поступают с нами вот так вот, и нам тоже надо защищать. Вместо того, чтобы прекратить просто это все. Ну, в принципе, война-то за что идет? Я просто у нее спросил, вы мне покажите это в Библии, что вот действительно нужно воевать. И вот приехал один батюшка,
И она к нему, вот она такая говорит: батюшка, скажите Руслану, что нужно вот защищать Родину. И я не спорю, Родину, конечно, нужно защищать. Вот, но вопрос есть другой. И там тоже семьи есть, там тоже есть матери, отцы. Все понятно. Такое же горе, как и у нас здесь. Я батюшке говорю: батюшка, ну мы ведь воюем не против крови и плоти. Ну, это же в Писании говорится, а против духов злобы в мире тьмы поднебесных. Ну, против бесов, так открыто сказать. И, ну, знаете, батюшка остановился такой, подумал, и поворачивается и говорит: а я, говорит, против. И ее прям затрясло, что вот так вот. И я представляю, насколько в людях есть то ли зло, то ли обида какая-то. Ну, в принципе-то. Примириться-то ведь несложно. Генерал Лебедев в прекрасном своем интервью дал, сказал прекрасные слова по поводу любая война заканчивается переговором и в итоге миром. Почему нельзя пропустить этот момент убийства, перейти сразу к переговорам и мирам? Почему? Когда им скажут: все, ребята, можете ехать домой, то им все равно, на каких условиях там будет подписано все это. Они просто покидают нахрен все оружие и поедут домой, потому что они устали. Просто очень сильно устали. Они просто, на каких условиях там кто будет подписан, какие там. Им домой надо. Мамка ждет, жена ждет. Они могут говорить что угодно, но они будут рады от того, что они воевать больше не будут. Может, здесь продолжит службу просто в обычных воинских частях, либо разойдется по домам, по своим делам. Дай бог, чтобы так и сложилось у всех. Конечно, цели еще не выполнены. Цели не выполнены. Но, тем не менее, я уверен, что ребята это примут. Там тоже есть люди. Они просто устали от этой войны. Они очень устали от этой войны, как и мы. Все хотят мира. Там нет такого, знаете, там каких-то, знаете, таких мальчишеских, мы всех убьем, там дойдем до Европы, там вы не услышите такого. Все адекватные люди понимают, что каждый день умирают их товарищи. И если будет такое, они будут рады наоборот. И вот тут даже прям на 100% скажу. Все хотят мира. Ну, если так верховное командование готово заключить, значит, они знают, что делают. Мы всегда согласны с президентом, с правящим режимом. Мы за президента, за народ. Все, конечно, согласятся. Все, конечно, хотят быстрее победить. Никто проигрывать не хочет. Скажем, простая масса солдат каких-то там мобилизованных, и все им вообще до лампочки, им лишь бы домой вернуться, по большому счету. Ну, они обрадуются, конечно, но в глубине души у них будет все равно ненависть останется. Ну, что вот именно вот так вот. Ну, потому что у них погибли там друзья, товарищи, и как бы они не хотят, они знают, что если сейчас все остановить, это никуда не денется. Никто, да и никто не хочет войны. Просто на каких условиях мир. Если, конечно, так как заявила Украина, что до границ 91 года, то а зачем тогда гибли все? Столько товарищей погибло. Мы, просто, мне кажется, у них идти до конца. Перемирие. Перемирие
Если будет, мне кажется, если только на время и только усугубит ситуацию. Все это здесь вылазит. Какой-то испуг. Вплоть до ужаса. Все. Уже здесь вылазит. Там ты этого не чувствуешь. Там, наверное, психология работает так. Какие-то блокировки. А вот здесь вот это все вылазит. Именно здесь. Хочется вот в 4 стенках закрыться, и чтобы тебя никто не слышал. Чтобы тебя никто не видел. Какие-то вот наивные желания, как у ребенка, спрятаться, вот, создать свой домик и сидеть в нем. Первый месяц я сидел всегда, когда около окон, я всегда сидел, прислушивался, потому что у меня в ушах вот это жужжание было, вот этих вездесущих, скажем так, птиц, так называемых, да, дронов. Я их постоянно слышал. Ну, в госпитале мне там смотрели, когда уж сказали, что, как ни странно, но все вот эти контузии, которые у тебя были, говорят, уши у тебя все нормальные, целые, у тебя, говорит, в голове этот звук. С войны-то уйти можно, вернуться можно. Но вот как она из человека выйдет, я вот пока тяжело принимаю. Месяца 2 я не смотрел на спис, сам даже не смотрел. Даже когда перевязывали, я просто отворачивался, чтобы не смотреть там, что с ним. Но у меня просто настолько сильная боль была, я не мог даже внимание свое на что-то перевести. Я, чтобы избавиться от боли, просто лежал, считал по себе 1, 2, 3, 4. Так, чтобы боль хотя бы поутихла. Спал я в час в день, в сутки. Не мог спать вообще. Не мог разговаривать, не мог в каких-то мыслях сосредоточиться. Боль постоянно отвлекала меня. Уколы вообще не помогали. Трамадол колол 10 раз в день. Не помогало. Мне кажется, легче еще конечность потерять, чем вот эту боль переносить вот эту. Память у меня как стерлась, я вообще не представлял даже, куда ехать. Я в этом городе просто родился, я тут каждую улицу, можно сказать, почти знаю. А куда идти, и потом я сюда приехал, такое ощущение, как и ни разу сюда, и не было. И даже дочь, когда родная пришла, ребенок и ребенок, то есть у меня никакой радости не было никому, то есть я пытался с ней гулять, но это у меня никакой радости и чувств не было, то есть я вроде как понимал, что это мой ребенок, но нет, я думал, это никогда не вернется, то есть все говорят, Рома, привет, а для меня это Фантом наиболее веселая штука. Ну, это когда подсознание твое привыкло и знает, что у тебя есть нога, и ты ей можешь пользоваться, там, сгибать, поджимать, щекотно, там. А здесь ты такой, бац, у тебя пятка чешется в подсознании, а пятки нет. Как-то так. С кровати, когда встаешь, хочешь по привычке вот левый тапок засунуть, а ноги нет. Как-то так. Я к этому отношусь, не знаю, черный юмор во имя ноги только так. По-другому, если ты не будешь сам себя подкалывать, что ты калека-инвалид, это как-то начнешь себя жалеть и так далее. Пацаны даже прикалываются, типа, котик лапку потерял. Ну или типа, пойдем в футбол погоняем, они знают, что я футболистом был. Поначалу, если честно, я очень сильно пил. Сейчас, конечно, это поменьше. Ну, такого, чтобы там башка ехала, там, срывала крышу, там, то, что я бегал невменяемый, такого нет. Я, наоборот, стал сентиментальным. Я сейчас кино смотрю, у меня слезы текут. Раньше такие фильмы смотрел, даже, не обращал на это внимания. А сейчас разом такой трогательный момент, у меня слеза текет. Агрессия какая-то была на людей, на общество, на всю эту суету городскую, людскую вообще вот это просто. Я смотрю на людей, я понимаю, что они ни хрена не понимают. Они вообще не понимают, что происходит. На телевизор злобно реагирую. Это самое большое изменение. Если раньше просто негативно, то сейчас и в драку могу влезть. Если увижу телевизор у кого-то включенный, того же Соловьева, я их не переношу.
За то, что они людям мозги промывают. Гнев. Я в моменте могу превратиться, ну, совсем не такого, не такого доброго, улыбающегося гражданина. Ну, гражданские люди очень пугаются, когда, ну, человек приехал с войны, как бы, злится. Опасно. Я когда включаю ТНТ, смотрю эти Comedy Club и все остальных этих бестолочей, которые, не буду на экран говорить, о чем они шутят. Да ты один день побудь на войне, забудешь эти шутки. Один день на передке, когда ты лежишь под минами, голову вытащить не можешь. И в туалет ты под себя ходишь. Вот тогда ты поймешь, что шутить об этом уже нельзя будет. Ну, это одно из сложных вообще. Как вернуться в мирную жизнь сюда, прям очень сложно. Многие люди не могут понять, что человек, который был на войне, он возвращается, он уже не будет прежде таким, как был. Все, это другой человек, он уже все. Ему не с кем поговорить, обсудить, его никто не поймет. Допустим, после Великой Отечественной войны. Почему? Потому что там все воевали. И общество было. То есть ты приходишь в любую организацию, а там ветеран, такой же, как и ты, сидит. А ты где был? А я там был. О, я там рядом был. Все, руки пожали, взял на работу, без всяких проблем. А у нас так не будет. Они будут скитаться вот здесь вот по улицам все. Разводы, пьянки, драки. У них там другое восприятие мира. Они думают, что здесь придут и просто вот как 9 мая 45 года их встретят и будут здесь на руках носить, и везде будет им предлагать все там гарантии социальные. Но их нет, сейчас этого ничего нет. И они придут, они попадут в этот мир, и они будут просто в таком ужасе, что как это мы воевали, здесь люди, их еще оскорблять будут потом. Ну, типа, что вы туда поперлись, что-то такое вот в таком плане. Мы там то, мы это там. Вообще какие-то странные, там, зачем тебе это надо? Что тебе дома не сидится, там еще что-то. А ты за деньгами туда пошел. Такие разговоры. Они получали там, ну, хоть какие-то деньги, а здесь прям будет в 2 раза меньше, и за них прям надо очень сильно работать. То есть такая ситуация. Это будет проблема. Да я сам все это прошел. Я ее до сих пор решаю. Я тоже в поиске. То есть уже сколько лет я в поиске. Вот, да. Там перебился. Поэтому, да, меня зовут там снова подписать там контракт, либо куда-то поехать, да, меня зовут. Но я знаю, что если я сейчас, ну, я здесь очень долго выживаю, пытаюсь выжить. Я хочу, ну, как бы прийти к какой-то цели. То есть я поставил себе цель уйти как в гражданскую жизнь, и пройти это все. И вот я до сих пор еще это все не закончил. То есть я до сих пор сражаюсь, бьюсь здесь, у меня своя здесь война. Тяга вернуться, она всегда есть. То есть это самый простой вариант, это вернуться. Да, я постоянно хочу вернуться обратно, но мне никак. У меня с рукой, еще когда она заживет, я не знаю. Как бы восстановление сказали, что от 7 месяцев до 1,5 лет. А как оно пойдет? Закончится ли на тот момент это все? Если нет, то обязательно пойду. Если бы я хоть хотя бы одним глазом видел, я бы вернулся на войну обратно. Да, на передке я ничего, от меня помощи никакой, как говорится, я же не вижу. А так вот, в тылу я бы мог бы обучить людей, бойцов, как и раньше. Я бы пошел заново, туда бы. Не ради денег, а просто ради такого, наверное,
ради ощущения, какое там происходит с тобой, когда ты там. Другая жизнь, совсем ценности, совсем другие. Ну, общение с людьми, там, допустим, там просто все друг для друга. Вот, ну, близкие, друзья, братья, поддерживают друг друга. Ну, такого просто как бы нет. Не знаю. Ну, скорее всего, может быть и адреналин, да, вот чувство адреналина тянет, да, туда. Испытать это чувство. Охота, наверное, вот заново. Но сильнее наркотиков. Я даже это, то есть, я бы с удовольствием вернулся туда, если бы не нога. Наверное, блин, из-за этого вот, как бы это выразиться. М. Из-за вот этой жизни на грани, что ли, я не знаю. Из-за того, что не надо думать, живешь одним моментом. Наверное, вот так. Наверное, так. Из-за чего охотился? Тут очень много людей, ну, они сказали, но не сделали. А у меня вот эта мелочь обманули и, соответственно, ну, задевает. И я ору до слюней, до слез там на того человека, с кем ты договорился. А на войне как? Ты договорился, а если ты не договорился, ну, если ты так не делаешь, это цена жизни. И вот из этих мелочей, конечно, ну, хотелось вернуться. То, что там, ну, не обманывают и, соответственно, ну, делают, сказал, сделал. То есть. Наука тоже скаканула, хорошие протезы биометрические. Много у меня ребят, добровольцев, там на спортивных протезах воюют, бегают. Говорят, нагрузка 50 килограмм, говорит, я теперь больше бока могу даже комплекты носить. Идут ребята с дефектами, с гепатитом, идут с заболеваниями, идут, хотят достойно прослужить, чем просто прозябать там и социально разлагаться на вот этом сатанинском бале, который происходит сейчас в обществе. А разложение моральное людей, в принципе, которых ты защищаешь, чтобы война не дошла до сюда. Ну, хотя бы ну, вести себя прилично. Мальчиков не ряжаться в девочек, девочков в мальчиков, мальчиков в кошечек, кошечков, ну, что происходит? Ну, есть легкое непонимание, когда приезжаешь, видишь, что кто-то говорит, что он кот. У меня бабушка сказала, антихрист. В церковь отвезти надо. Потерял, конечно, я многое с этой войной. Ну, не считая то, что я, в общем-то, наполовину только сейчас, в общем-то, себя считаю мужчиной, человеком, который, может что-то. Вы думаете, это легко? Просто вот целый день в темноте сидеть. Ну, сейчас, ладно, хоть я свет начал видеть. Ну, даже свет видя, это ничего хорошего в этом нет. Тяжело прожить, например, на пенсию 17 тысяч рублей. Ну, ничего, тяну. У меня сына 11 тысяч пенсия, он инвалид второй группы. Вот мы тянем вдвоем, на двоих 28 тысяч получается у нас. Ладно, соседи помогают там, где-то что-то. Ну, мне заплатили, у меня не было проблем с выплатами. Плюс у меня есть сейчас кое-какой бизнес. С этих, в том числе, денег. Я с этих денег вот эту вот квартиру приобрел себе. В принципе, смотрите, лично для меня-то по итогу я-то в выгоде оказался с этого. Я поимел с этого, лично я. Но в целом это, конечно, это хреново. И для страны в том числе. Я погасил
2 кредита больших, купил автомобиль себе. То есть погасил кредиты, комната теперь моя, ну, она как квартира почти. В собственности, я собственник, машина. Ну, съездил на море после этого, как вот уже летом, и как бы что-то отложил, вот так. И выплаты получу. Тогда полностью у мамы, вот, допустим, квартиру тогда заберу себе. Будет у меня свое жилье. Буду нормально хоть где семью строить, не снимать. У меня кредиты там просто были взяты ранее. И сейчас как бы они висят. Соответственно, приставы забирают, оставляют прожиточный минимум. Ну, 14 тысяч оставляют. Вот и из-за этого иногда, ну, друзья как бы выручают, помогают прожить и, ну, все такое вот. И, ну, где-то стыдно, но делаю там, прошу. На какие-то мелочи где-то, ну, это не надо просто. А с другой стороны, ну, почему этим попросить, если вроде немного там прошу, там, на какое-то, ну, там, на еду, то есть на сигареты тоже, ну, на улице тоже вот эти общепиты, то есть там мусульмане работают, сказал, охота покушать, мне откажут. Я вышел после СВО, поработал 2 смены, я понял, что это все, это вот, коленка моя не позволяет мне работать. Вот. Пока вот такое подвешенное состояние. Вот. И много-много-много знаков вопроса. Когда я в военкомат вернулся, вставать на учет, и когда мне сказали, что мы не можем тебя поставить на учет, потому что у тебя нет прописки, ни регистрации, ни прописки. Я говорю, а как же, ну, указ о добровольцах? Ну, говорит, указ указом, а, говорит, мы не знаем, как с вами работать. Потому что, говорит, ну, мало того, что ты доброволец, ты еще и ЧВК. Это хорошо, что еще как бы, ну, живой, здоровый, но а что будет с теми, кто пострадал? Тоже добровольцы. Как с ними быть? Ехали так вроде как родину защищать. Ну, вот. Да пусть нажрутся, пусть подавятся. Но все равно, как бы, знаете, ну, злоба берет за это, знаете. Идите, все будет, а в итоге, ну, кроме своей семьи, мы никому не нужны, оказывается. Здесь вообще никому. Не, ну, на государство грех жаловаться, честно говоря. Сейчас, в данный момент, грех. Я оптимист. Знаете, что видит оптимист, когда приходит на кладбище, знаете? Одни плюсы. Я в какой-то степени даже рад, что ну, изменилось, новая жизнь началась. Меньше страха стало понятие смерти. Ну, не так боюсь, как бы, ее, как раньше, до СВО. В прошлом, до участия на СВО, да, был злодеем, стал героем. По мнению как бы окружающих меня людей. Те, кто со мной в прошлом даже говорить не хотел. Даже моя бывшая супруга. Сейчас наладили общение. Сейчас я совсем другой человек. Точно не жалел. Если так надо было, жизнь мне второй шанс дала. Я там, ну, не чувствую себя перед кем-то виноватым, и, ну, никого ничего не должен. Я ни у кого там ничего не украл, никого не убил, то есть, ну, и там войны-то, как бы, я не воевал, то есть, я войну себе представлял, вот, ну, другую. Война — это где ты врагов или там какой-то нацистов кого-то уничтожаешь, а тут их нету. Ни перед кем не виноват, и не за что, то есть меня обвинить, я так думаю.
Ну, вот они, конечно, например, противники могут у меня видеть, что я там пришел на их землю против них воевать, хотя у родственники, наверное. Хотя, с другой стороны, я россиянин, я пришел с другой целью служить, ну и зарабатывать как бы. Ну, я сам наполовину украинец, у меня отец с Украины. Они не враги, соответственно, никакие. Вот я не знаю, у меня там родственники есть, и мои племянники, Танюшка и Зыряна. Дай бог, что они живы, здоровы, у них дети есть. Если как-нибудь свидимся, закончится все это, рано или поздно, и перепишемся. Хотелось бы еще поехать, я не знаю, как там это все будет дальше. Когда меня там пустят? Меня сейчас, наверное, и не пустят туда. Потому что я как бы вроде воевал, не знаю. Так что, не знаю я. Есть чувство вины, что я взял оружие, тем более у моих родственников есть родственники, которые проживают в Украине или проживали уже, не знаю. Есть чувство вины. А того, что отказался воевать? Нет. По этому поводу никаких сожалений нету. Я считаю, что я поступил правильно. Для кого-то это власть, деньги, положение, сохранить свой статус. Ради этого гибнут люди. Просто и с той стороны. И военные, и мирные, и дети, и старики. Ради этого. И твоя картина просто рушится, разбивается на куски. А вместе с ней ты разбиваешься на куски. Того, что ты там был, того, что ты сопричастен этому. Я понимаю, действительно, что понятно, что говорю же, что да, был использован, скорее всего, в интересах, опять же, правящей верхушки, но особых там каких-либо страданий и рефлексий, что я участвовал в каком-то особом дерьме, у меня нету, потому что, ну да, в любом случае война по своей специфике, любая война, это большое, огромное дерьмо, и по поводу того, что там переживать от его запаха, это значит задохнуться и утонуть в нем. А я вот как-то не хочу для себя вот таких рефлексий, переживаний для того, чтобы там особо-то переживать и так далее. Да нет. Как мы будем жить после этой войны? Вот что важно. Как мы будем смотреть. И когда вот люди вернутся с оттуда, сюда, и когда закончится вся эта война, это пока ты вот здесь одиночки возвращаются, там 1-2 там, человека. Да, вот, представляете, вот 500 тысяч человек вернется обратно. Вот. Каким образом их будут встречать? Как они себя будут вести? Какая правда будет? Что тогда будет? Ну, как каждому солдату хочется быть героем. Каждому солдату хочется признания его каких-то заслуг. Чтобы его каким-то образом оценили. Не купил билеты через Казахстан, не уехал там куда-нибудь, не спрятался, так сказать. А то, что он, получил повестку, встал и пошел. Он уже достоин уважения, потому что он выполнил свой долг Родины. А
Родина не оценила. Потому что Родина до сих пор не знает, как с ними, как с нами поступать. Вот оно в чем обида. Поэтому Все, кто там был, люди, это прям максимально герои в своем поступке. Но те, кто там был, это однозначно люди, ну, с большой буквы. У меня есть друг, он тоже был на Вагнере. Мы с ним, ну, так хорошо общаемся, бывает, встречаемся, что-то где-то. Разговаривали на эту тему тоже. Мы обсуждали, что мы участвовали как раз-таки в историческом моменте. То есть со всех сторон. То есть это писалась история, по сути. То есть это будет в истории. И это уже не сотрешь, никуда не денешь. Но в каком формате это все будет? То есть ты сегодня герой, а через там 50 лет у тебя внуки будут думать, что ты, может быть, там, как это все будет перевернуто и как это будет все записано в историю, ты не будешь знать. Мы обсуждали этот момент, и как бы понятно, что это ближайшие там 10-20 лет, это все будет, ну, как бы, как оно есть. Но в дальнейшем-то это тоже может быть. А как ты уже повлияешь на это? Как ты повлияешь через 50 лет? Ну, уже никак не повлияешь. Не факт, что ты будешь живой еще. Вот. Но такие мысли, конечно, были. И смеялись, уже думали, что сейчас ты герой, потом ты будешь, наоборот, там, каким-нибудь фашистом или кем-то, не дай бог. Вот. Ну, допускаем такое, да.